Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 29 апреля, суббота, как всегда, последнее, с моей точки зрения, самое важное событие. Начну с двух небольших, но важных сообщений. Первое. Американские источники, приближенные к Пентагону, и точнее к Министерству военно-воздушных сил, отмечают изменившуюся в последнее время тактику российских ВВС. Их самолеты начали заходить в пространство действия украинских систем ПВО, в том числе новейших, которые были поставлены по свое время. Это NASAMS, IRIS-T, ну и традиционная С-300. Раньше, как отмечают американские источники, ну, во всяком случае, после нескольких недель, самых первых недель агрессии, россияне пытались избежать этого. Ну, в связи с тем, что они натолкнулись на сильную, неожиданную для них сильную эффективную работу украинской ПВО. И это привело к тому, что, по мнению американских экспертов, до сих пор россияне не имеют не то что полного господства в воздухе, но даже преимущества в воздухе. То есть количество самолетов у них намного больше, а вот залетать в украинское воздушное пространство до последнего времени они боялись. Теперь они это изменили. И это намеренное изменение тактики в целом, которое свидетельствует, вернее, скажу так, осторожнее, оно может свидетельствовать о том, что россияне в ходе предстоящего украинского наступления планируют более активно, наконец-то, более активно использовать свои ВВС для работы, проведения операций на поле боя, для поддержки своих наземных сил. Смысл вот этих вторжений в зону действия, в сферу действия украинской ПВО в последнее время состоит в том, чтобы заставить радары украинской ПВО включиться, чтобы засечь, где находятся эти системы ПВО, с тем, чтобы, когда придет время, можно было их успешно подавить. Но вот неожиданность для орков. То есть они влетают, входят в это пространство, где должны включаться украинские радары, начинать работать украинское ПВО, а радары не включаются. Из этого следует вывод, который американские издания подчеркивают, что это известно для Москвы, поэтому это не является тайной. Поэтому они его делают достоянием публичной гласности. Так вот, то есть украинские системы ПВО наводятся и будут наводиться не своими радарами, которые можно подавить, а натовской системой воздушной разведки. В частности и прежде всего система AWACS, которую уже никак не подавишь. То есть вот эти маневры последние, они, может быть, от отчаяния. Ну, может быть, на всякий случай россияне хотят убедиться, что украинские радары не будут работать. Но самое главное, американские эксперты отмечают, что эта тактика свидетельствует о том, что россияне все-таки будут вынуждены. Ну, наверное, это жест отчаяния. То есть на свои наземные силы в ходе предстоящих боев они особо не рассчитывают. Им нужна поддержка с воздуха. И поэтому вполне возможно, они будут более активно использовать свою авиацию над полем боя в предстоящих битвах, допуская при этом большое количество потерянных своих самолетов. То есть они будут вторгаться, аваксы натовские будут целенаводить украинские ракеты «Земля-воздух» и сбивать российские самолеты. Вот такая вот интересная ситуация складывается. Ну, натовские самолеты тоже не отдыхают. И другое издание, близкое к Пентагону, сообщает о применении самолетов F-35, новейшие пятого поколения, для проведения соответствующей разведки над территории Российской Федерации, вблизи украинских границ и в зоне временно оккупированных территорий. Так вот, F-35 – это, собственно говоря, не разведывательный самолет, но тем не менее, как истребитель пятого поколения, он снабжен новейшей
разведывательной техникой, искусственным интеллектом. Так вот, интересную вещь они обнаружили. То есть, как это сообщают пилоты F-35. То есть, они влетают в зону, вернее, не влетают, а изучают, разведывают зону расположения, где должны находиться российские ПВО. И вдруг, значит, они предполагают, что там должны находиться СС, как они их называют, СА-20. То есть это натовская классификация, а российская классификация, под которой она известна в Украине, это С-300. То есть включается радар, они засекают работающую станцию, они предполагают, что это должна там быть С-300, но на самом деле там совсем другое, ранее неизвестный радар якобы находится. Но вот в результате проведенной разведки, большой работы, когнитивную, как они говорили, обработку этих данных, применение искусственного интеллекта удалось установить, что россияне установили какую-то новую систему, которая скрывает вот традиционное обозначение или признаки С-300, ряда других систем ПВО России, выдавая их за нечто другое, непонятное. Но это имеет большое значение, потому что если ты знаешь, что это С-300, то ты знаешь, как с ней бороться. Если это не С-300, что-то другое, то надо как-то иначе противостоять и бороться с этой системой. То есть считается, что это очень серьезное большое открытие, ну и не только это. То есть не только самолеты специализированной разведки НАТО, но и самолеты F-35 ведут активную разведку российских позиций, где должны быть расположены системы ПВО, ну и все другие военные объекты. И это, естественно, делается не из любопытства. Эти все новые данные заносятся в боевой компьютер, так называемое, называется Battle Order. То есть это порядок или программа для ведения боевых действий. То есть вот эта вся информация – это для реального непосредственного применения в битве. Что, в общем-то, понимаете, не исключается. Можно трактовать по-разному, но получается, что авиация НАТО так же, как российская авиация, готовится к предстоящим боям, к предстоящему наступлению ВСУ. Ну и главная тема сегодня. Главная тема. Придется с этим смириться, но это главная тема – это Китай, вернее, треугольник Украина, Россия, Китай и даже примкнувшая к этому треугольнику Европа. Китай после того, как особенно после того, как Си позвонил Зеленскому, они переговорили, это дало такой толчок серьезный усилению активности китайской дипломатии, и ожидается, что она в ближайшее время будет еще более активной. То есть сейчас она набирает обороты. В этой связи меня привлекло вчерашнее заявление Зеленского, которое он сделал в ходе небольшой пресс-конференции по результатам его переговоров с президентами Чехии и Словакии. Ему там задали интересный вопрос. Какие будут цели и задачи нового украинского посла Рябикина в Пекине? На что Зеленский с загадочной улыбкой сказал: «Не скажу». Ну вот видите, понимаете, это, да, может быть, для 95-го квартала и нормально бы прозвучало, и с улыбкой, но если бы президент страны НАТО или Евросоюза вот так вот ответил своему средству массовой информации, ему бы не поздоровилось. То есть это не европейский подход к обращению главы государства со своими средствами массовой информации. Можно было бы объяснить там хотя бы общими фразами, что поставлена цель выяснения позиций, расширения диалога, бла-бла-бла и так далее.
Ну, хорошо, вернее, нет, нехорошо. Когда президент своей страны не рассказывает своим средствам массовой информации, какие цели поставлены перед его послом, этим начинает заниматься противник, враг. И вот сегодня я очередной раз зашел в шестую палату, проверил температуру, послушал кремлевских китаеведов. Вот надо сказать, что в России в отношении, в отличие, то есть в Москве, в отличие от Киева, к сожалению, оказывается, есть китаеведы. Я их разделяю на две категории. Их немного, но они есть. Кстати, очень хорошие. Одна группа очень малочисленная. Те люди, которые хотят сохранить свою репутацию. И, они не то что оппортунисты, они как конформисты. Вынуждены, чтобы не лишиться своих должностей, не противоречить линии партии, но в то же время они не ложатся под Кремль. Вторая группа – это молодые, да ранние, уже не конформисты, а оппортунисты, которые, в общем, классные, молодые специалисты, но которые рухнули под Кремль, под те деньги, которые сыпятся на них сейчас. И тут я вспоминаю, известное изречение Владимира Ильича Ленина, который говорил по поводу разных аналитиков и профессоров. Он говорил, что им можно верить, когда они говорят о конкретных фактах, данных, когда называют статистику, конкретные цифры, конкретные события, открытия, но им нельзя верить, когда они делают какие-то выводы аналитические, стратегические из фактов. Вот то же самое касается и второй группы российских китаистов, но с другой стороны, поэтому их и интересно слушать, потому что они отражают ту картину, которая царит в умах их кремлевских хозяев или заказчиков. И я вам сейчас расскажу, что у них творится в головах вот после последнего разговора Си и Зе. Во-первых, царит замешательство реальное. Судя по всему, Кремль, а следовательно, и его главные, основные пропагандисты, они не понимают, что произошло, куда это все идет. Раньше, перед этой группой прокремлевских пропагандистов, китаистов, была поставлена цель всячески показать, прежде всего, российскому народу, но, в частности, иностранцам, что Китай с Россией братья навеки, Китай стратегический союзник и поможет, и будет помогать. А вот теперь они не знают, что происходит и куда Китай клонит со всей этой своими 12 пунктами. Называют их программой, хотя сами китайцы тщательно, постоянно подчеркивают, это не программа, это концептуальный документ, который отражает общее видение ситуации, но это никак не программа. Но это не знает, что делать, и объясняет это следующим образом. Я сейчас расскажу, вам будет интересно, как кремлевские пропагандисты, а следовательно и их кураторы, потому что пропагандисты, они получают, по идее, они должны регулярно перед своим выступлением получать тезисы от кураторов в Кремле. В каких направлениях, что им надо говорить. И если они блуждают в темноте, это значит, что темнота и в головах у их кураторов. Итак, как они описывают происходящее. С их точки зрения, почему товарищ Си вот сейчас переговорил с товарищем Зе, товарищем в хорошем смысле слова, своим товарищем теперь уже, из-за Бахмута. То есть там это стратегическая победа, вот она произойдет, и Китаю для России, во благо России нужно заморозить эту ситуацию, и вот для этого Си позвонил Зе. Но на самом деле это не так. Это разбивает китайские средства массовой информации, разбивает этот тезис в пух и прах. Это произошло не из-за Бахмута, не в связи с Бахмутом, а это произошло главным образом, вы можете удивиться, но с высказыванием скандальным посла Китая в Париже, который, помните, совсем недавно огласил, что такие страны, как Украина, и все остальные практически государства постсоветского пространства, они не имеют общего суверенитета. Лушае этим
отличился. И полмира вздрогнуло, во всяком случае, Европа, значительная часть Европы, Евросоюз, то есть Франция во главе с Макроном, который недавно так хорошо провел переговоры, ему казалось, Си, не говоря уже о государствах Балтии, да даже ряд центральных государств, да практически все государства Центральной Азии начали возмущаться, я уже не говорю о Украине. То есть это был шок для Пекина, то, что произошло. И им нужно было как-то от этого дела отбиваться. И вот в этой ситуации и произошел этот телефонный разговор между, значит, китайским и украинским руководителем. Дальше. Какая цель? Что дальше будет? Значит, согласно кремлевским оценкам, назначению посла украинского, то есть посла Украины в Пекин, предшествовали какие-то секретные, тайные договоренности. И в этой связи они анализируют личность посла Украины, вот, о котором попыталась украинская журналистка спросить президента страны, и тот сказал: не скажу. Ну вот враг говорит следующее. Они обратили внимание, что он в свое время курировал, как они сказали, стратегические отрасли страны. Ну, ВПК. Правда, от этого ВПК, нужно сказать, его деребанят более 30 лет, от него мало что осталось, но кое-что еще есть. И поэтому, согласно ходу мысли кремлевских аналитиков-пропагандистов, речь идет о попытке Китая приобрести последнее, вернее, то, что из немногих, что еще осталось в Украине, в области ВПК. А самое ценное у них – это ракета «Сатана». Вы помните эту ракету? Это грозное, самое грозное оружие холодной войны. Количество боеголовок там исчислялось от 10, по-моему, до 14. А в российской классификации ее назвали воеводой. Вот этот китаист, он сейчас очень неудачно ляпнул, потому что Кремль из кожи лезет вон, чтобы доказать, что воевода, а сейчас она преобразуется уже, по-моему, в Ярс, если я не ошибаюсь. То есть они их только перекрашивают, а говорят, что это их новое. Так вот, он все это развеял в пух и прах, эту пропаганду, сказал, что ну, у них это называется сатана, а мы называем воеводой. Вот китайцы очень хотят это получить. И для этого готовы заплатить. Второе, как считает аналопропагандист Кремля, китаевед, речь идет еще о желании Пекина приобрести порты, ну, в той или иной степени, контроль над портами, в частности, Николаев, Одесса. Здесь перекликается полная калька с тем, что случилось при президенте Януковиче, когда буквально за несколько месяцев до того, как он бежал из страны в результате Майдана, он, уже находясь под стрессом, съездил в Пекин, пытаясь найти там третью силу, которая удержит его у власти, и сдал там порт, если я не ошибаюсь, речь шла о Евпатории, и целый ряд еще обещал отдать Китаю территорий украинских, которые Китай будет использовать для строительства инфраструктурных объектов в рамках своей программы «Единый пояс, единый путь». Ну что потом, значит, он вернулся, и плохой признак для нынешней власти. То есть с Китаем договариваться, ну, скажем так, небезопасно, потому что через буквально 2-3 месяца после своего возвращения из Пекина Януковича у власти не оказалось. Ну и главная мысль кремлевских пропагандистских аналитиков, что Китай будет размахивать перед носом представителей Украины, украинской влады сейчас, большими деньгами, страшным количеством миллиардов, которых некуда девать в Пекине. Причем, если на Западе, согласно закону, нельзя давать взятки, то в Пекине такого закона нет. И китайцы активно используют коррупцию для решения своих задач.
И поэтому, значит, вот и может и произойти вот эта вся комбинация. То есть, видимо, считает в Кремле, будет идти торг и коррупция. Но я должен сказать вот что. Я не верю, что посла Рябикина назначили из-за того, что он руководил в свое время стратегическими отраслями. Но, как я сказал, их уже очень мало, этих стратегических, если не все уже раздеребанили. Для меня более значимо его назначение на должность руководителя таможни. Там уже нужен не стратег, а вы знаете, кто там нужен и какими качествами нужно там обладать. Я думаю, вот эти качества, которым предшествовали еще его более юные годы, когда он работал с самыми одиозными представителями политических, деловых кругов Украины по созданию всяких мутных схем. И вот это и наводит на меня на мысль, то, что за этими переговорами нужно будет глаз да глаз. И вопрос руководству страны, прежде всего Владимиру Зеленскому, по поводу того, что там происходит, средства массовой информации Украины должны будут задавать регулярно, чтобы в худшем варианте не произошло то, что мы уже видели во время переговоров в Стамбуле, когда там появлялись в рядах украинской делегации мутные люди, фактически агенты ФСБ, в составе украинской делегации. Я имею в виду Киреева. А некоторые представители влады даже, я имею в виду Арахамию, находили еще время подрабатывать там, выступая в защиту ведущих олигархов Кремля, да не просто Кремля, кошельков Путина в лице Абрамовича, уговаривая Евросоюз снять их санкции. Что, собственно говоря, скандально раз, нельзя бороться с врагом, одновременно помогая самому главному врагу решать свои денежные вопросы. А во-вторых, это форма коррупции, потому что вот этот афидевит, который, согласно британским газетам, написал Арахамия, он стоит больших денег. Не миллиардов, конечно, не сотен миллионов, но больших денег. Больших. Я не могу себе представить, чтобы на каких-то там тайных переговорах между Советским Союзом и фашистской Германией, скажем так, товарищ Калинин из Верховного Совета СССР вдруг начал писать афидевит в поддержку Риббентропа для того, чтобы его сняли санкции европейских стран или Соединенных Штатов Америки. Это какая-то просто дикость. Поэтому нужен глаз да глаз. Ну вот, то есть самое главное, что я не услышал ни слова о том, а какие же ожидают в Кремле результаты дипломатической деятельности Пекина, что они собираются делать. И вот в этом для меня просто четко проявились тревожные, так сказать, ожидания Москвы в этом плане, которые совпадают с заявлением, очень осторожным заявлением этой российской мидовской лохудры. Кстати, лохудра, говорю сразу, это литературное слово, можете проверить по Википедии, и оно буквально создано для описания Маруси Захаровой. Так вот, она очень лаконично описала отношение МИДа России, ну и вообще российской власти к звонку, разговору между Си и Зе, сказала, что мы приняли к сведению. То есть кремлевские власти не знают, что дальше ожидать. Что говорит лично мне о том, что пекинские товарищи так шибко не обсуждают и не координируют вот эту предстоящую свою дипломатическую деятельность. У них есть свои планы. Они в какой-то степени учитывают интересы Путина, Российской Федерации, но не в той степени, в которой Путину этой самой Федерации это хотелось бы. Ну, а теперь перейдем к тому, что думают по поводу сложившейся ситуации и ближайших перспектив в Пекине
и в Вашингтоне. Ну, начнем с Пекина. Значит, как я вам сказал, главной причиной, вернее, ну, сказать так, триггером или то, что спусковым крючком, нажатие на которого привели к телефонному разговору с Си Цзиньпиня, это были неудачные высказывания Лу Шае. По этому поводу МИД Китая трясет сейчас. Идут большие дебаты, потому что это не просто было какое-то там высказывание, это было отражение какой-то тенденции. Тенденция заключается в следующем. Китайские власти решили, вот после того, как решили сделать позицию Пекина более активной и наступательной на дипломатическом поприще после начала агрессии России, значит, из ЦК, КПК в МИД страны поступило указание, что каждый посол на местах должен быть более боевитым и за словом в карман не лезть. Ну и вот они начали. Мы слышали высказывания Фуконга, которые, в принципе, позитивные были для Запада, и прежде всего для Европы, которые коренным образом отличались от того, как политику Пекина в отношении России воспринимают в Кремле. Посол Цинган, который сейчас министр иностранных дел, тоже смело высказывался, находясь еще в Вашингтоне. Ну и теперь вот отличился Лу Шае. И сейчас ведут дебаты в Пекине, что это было. То ли это он просто ляпнул неожиданно, что я считаю, вот так оно, скорее всего, и произошло. Тем более ему сказали, давай, ну не только ему, остальным, активнее, боевитести. Или же это отражает то, что втайне говорят в закрытых кабинетах власти в Пекине. Ну, тут надо сказать, мнения специалистов, дипломатов, бывших высокопоставленных китайских дипломатов расходятся. Большинство, я бы сказал, большинство, незначительно все-таки большинство, склоняется в том, что он просто ляпнул в ходе дискуссии. И, ну, я это заметил, я видел это, как он поплыл буквально. Он сказал одну фразу, но тут же на него накинулся этот телеведущий, и Лу Шае поплыл, что называется. Но есть другие представители, весьма авторитетные, высокопоставленные, в прошлом китайские дипломаты, которые говорят, что Лу Шае, он был советником Центральной комиссии по международным делам ЦК Компартии Китая, то есть это святая святых. И такие люди, поднявшиеся на такую высоту, ну и у него изумительная, потрясающая карьера дипломатическая, они не могут так просто что-то ляпнуть. Поэтому, как они считают, скорее всего, возможно, он лишь вслух огласил то, что слышал. Но вот большая ошибка состояла в том, что этого говорить не надо. Вот как китайские многие представители говорят сейчас. Нечего болтать, напоминать, что язык дан дипломату не дан, чтобы мести им налево и направо, а для того, чтобы скрывать свои мысли. Таким образом, вот это начало, то есть большая активность и красноречие китайских дипломатов было связано с началом наступления очарования, как это назвали в Пекине, для охмурения Запада. Ну и вот во все, что это вылилось. А вылилось не больше, не меньше, как группа из 80 законодателей Европейского парламента обратились с официальным письмом к президенту Макрону с просьбой объявить этого Лу Шае персоной нон грата. И вот будущее, буквально китайские газеты пишут, что Пекин, вернее, центральная власть была потрясена вот этой волной, которая последовала из Европы, даже из Центральной Азии. И она ударила, собственно говоря, по стратегической позиции Китая. У них же главное суверенитет, территориальная целостность. Они размахивают это, собирая под себя всю коалицию так называемого глобального юга.
И вот теперь Лушае одним ударом, несколькими фразами все это обрушил. И вот и было решение поговорить, Си должен поговорить с Зе. Из этого следует, китайские аналитики делают очень важный вывод, что то есть Пекин был настолько обеспокоен этой негативной реакцией, что теперь считает, что нейтрализовать это можно только позитивными действиями, то есть слова позитивными действиями теперь, политическими, дипломатическими, Пекин должен сделать так, чтобы вот эти слова, они оказались как вода под мостом. То есть где-то там журчит, но на нее никто ее не видит и не обращает внимания. То есть ждем растущую активность Пекина в этом плане. Ну и также отмечается, что где-то в какой-то степени Лушае в своих высказываниях он отразил настороженное и, можно сказать, предвзятое отношение Пекина к странам Восточной и Центральной Европы. В какой-то степени они объясняют это тем, что эти страны, ну, тут приходят первые на ум страны Балтии, имеют свое собственное мнение по поводу Тайваня и сотрудничества с Тайванем, что не нравится Пекину. Но тем не менее, то есть мы можем ожидать, во всяком случае, вот это дуновение, тихое и слабое пока дуновение ветерка из Пекина, политика дипломатическая, позволяет предположить, что в ближайшее время Пекин может предпринять ряд демаршей, направленных на улучшение отношений или доведение своей позиции, или уговоры начнет делать в отношении, прежде всего, стран Восточной и Центральной Европы, ну и также Украины в связи с наметившимся, планом. Ну и что касается бюрократической структуры, которая проводит китайскую внешнюю политику, то есть МИД, китайские эксперты говорят, что теперь, вот после этого инцидента, настала пора как-то так вот сбалансировать желание Пекина проводить более боевитую, что ли, внешнюю политику и дипломатию с более осторожным подходом. То есть нужно сделать так, чтобы послы стали, это очень важно, потому что я вижу вот такие недостатки в деятельности послов, прежде всего в Западной Европе и ряда других государств, которые иногда увлекаются красивым и хлестким словом и выражением. Так вот, китайцы теперь говорят, что послы их должны быть лицами конструктивного взаимодействия, но не конфронтации. И они должны оставить острые, резкие и даже гневные комментарии для Министерства иностранных дел в Пекине. Возникнет необходимость в таком комментарии. Там сядут, подумают, отточат каждое слово, положат на бумагу, 10 раз его обсудят и потом выступят с этим заявлением. Потому что одно заявление может привести в движение целую цепь событий, которые окажутся неблагоприятны для страны. Ну и кратко. Большой материал был опубликован в Foreign Affairs по поводу того, что сейчас, вот после того, как Китай вступил в дипломатическое взаимодействие по урегулированию войны в Украине, какие основные параметры нынешней ситуации и что мы можем ожидать, и что нужно делать. Первое, статья, кстати, авторы статьи, это бывший сотрудник, ведущий сотрудник штаба политического планирования Государственного департамента США. То есть это там, где люди планируют стратегические направления внешней политики. Ну и вторая, Элиана Фикс, это ведущий научный сотрудник Совета по международным отношениям. Итак,
По их мнению, ситуация характеризуется следующими параметрами. Растущая зависимость Москвы от Пекина. То есть за прошедшее с начала агрессии Пекин использовал ситуацию по полной программе, прежде всего в отношении России. То есть ему не удалось решить все свои стратегические задачи Пекину, которые состояли в том, что Путин, как обещал, быстро все выиграет, и тогда вооруженная до зубов Россия и Беларусь, примкнувшая к ним уже пропутинская Украина, будут давить на восточный фланг НАТО. Этого не получилось. Но зато Москва превратилась в вассала Пекина. И, как считают американские аналитики, эта зависимость будет нарастать по всем параметрам. То есть, вот как мы видим в предыдущем комментарии, то есть складывается впечатление, что по поводу звонка Си и Зе Москва, по большому счету, до сих пор в деталях не проинформирована. И дальнейшие события для нее, что будет дальше, это для нее какая-то, в общем-то, загадка. То есть дальше это будет расти. До сих пор Китай пребывал как бы сторонним наблюдателем того, как Россия воюет в Украине, как Запад помогает Украине в этом деле. Китай держался в стороне, но есть мнение обоснованное, что Китай не может вечно находиться в ситуации вот этого постороннего наблюдателя. Пекин принял решение активизировать свою политику, свою деятельность на этом направлении, и у него есть следующие цели, или, как говорят, китайский расчет. Первое. Китай не бросит Путина. И, собственно говоря, я вам об этом давно говорил, да, и вы сами, наверное, знаете об этом. Это как чемодан без ручки, но тем не менее, это единственный, по большому счету, более-менее, ну, по сравнению со всеми остальными, в какой-то степени эффективный союзник Китая, который в чем-то может помочь. Во всяком случае, в совершении разных гадостей, которые потом Китай будет использовать для повышения своего влияния. Поэтому из этого американские эксперты исходят, что для Пекина явное поражение России было бы нетерпимым, неприемлемым для Китая. И вот это очень важный вывод, господа. Потому что вот идут дебаты, какая должна быть позиция США, НАТО в отношении войны, окончания войны. То есть поражение, да, большинство говорят, поражение, полная победа. Окей. То есть Запад, допустим, значит, берет курс на полное поражение. Ну, собственно говоря, в последнее время из Вашингтона именно эта формулировка и звучала. Но теперь американские эксперты говорят, что для Китая это неприемлемо. И это очень интересная и важная постановка вопроса, потому что просто неприемлемо. Это не просто фраза, неприемлемо. Это фраза, за которой, как считается, могут следовать определенные действия Китая, обратная, так сказать, реакция, которая может значительно усложнить ход военных действий, вообще всю ситуацию в Украине. Что было бы выгодно Китаю? То есть первая позиция Китая – это неприемлемость полного поражения для разгрома Российской Федерации и ликвидации устранения Путина. Вторая – было бы желательно затянуть войну как можно надольше. Тогда ресурсы США и Запада отвлекаются от Китая, от Индотихоокеанского региона, где Китай тихо, спокойно, пока, значит, там, два тигра сражаются, обезьяна сидит и ждет, чем это все закончится, одновременно решая свои вопросы. Ну и третий интерес. Китай, вот, который сейчас буквально проявился после того, как они выдвинули эти свои 12 пунктов и телефонного разговора с Си Зе. Китай хочет иметь свою долю, играть свою роль в том, что будет происходить после окончания военных действий в Украине. Он имеет серьезные региональные интересы. Украина – важное государство, лежащее на пути, вот этот единый путь, шелковый путь.
Янукович, его поездка. Сейчас, вот как полагают в Кремле, Китай будет иметь какие-то интересные и важные интересы в Украине. Но это касается и экономических вопросов, политических вопросов. То есть он хочет выйти из этой войны в результате окончания урегулирования этой войны с возросшим реноме и, значит, уважением во всем мире, прежде всего в так называемом глобальном юге. Поэтому, как считают американские эксперты, вот эти 12 пунктов, так называемый квазиплан, он свидетельствует о том, что Китай хочет быть и посредником, и экономическим игроком в Украине, и хочет быть за столом переговоров, чтобы после окончания войны действовать в соответствии со своими политическими и экономическими интересами. Американские эксперты рассматривают возможность оказания Китаем летальной помощи. Самый страшный вариант. Он был действительно самый страшный вариант, потому что он мог бы значительно усложнить эту войну, хотя не радикально, не совершенно радикальным образом, не полностью радикальным образом, скажем так. Считается, что на оказание летальной военной помощи Китай мог бы пойти в случае, если, очевидно, полный крах России, который чреват развалом страны, ликвидацией режима Путина, хаос в стране на границах с Китаем, триумф Запада и прежде всего Соединенных Штатов Америки. И это совершенно для Китая недопустимо. То есть второй важнейший, я считаю, вывод из того, что сейчас говорят американские эксперты по поводу того, что недопустим полный разгром России, связанный с этим. Вывод второй, что недопустимо для Пекина, это полный триумф Соединенных Штатов Америки. Китай может пойти на оказание тайной помощи, но хотя все тайное становится явным, особенно в наши дни, особенно с учетом той эффективности, которую продемонстрировала американская разведка в последние 1,5 года, тайна все рано или поздно станет явным, и это нанесет колоссальный удар по позициям Пекина в мире, где она все это время, Китай разыгрывал карту добропорядочного игрока, который выступает против глобального империализма, так сказать. Если окажется, что Китай под завесой своих красивых фраз разжигает конфликт, поставляя оружие, в чем он сейчас обвиняет Запад, то удар будет колоссальным. Ну и я вам рассказывал раньше, американцам есть чем ответить на это дело. В частности, вот начать можно немедленно с полным обрушением всей авиапромышленности Китая. Открыто. Может ли он выступить открыто? То есть объявить, мы начинаем, вы оказываете помощь, и мы будем оказывать военную помощь, летальную военную помощь Украине. Считается, что на такой шаг Пекин может пойти, когда будет принято решение там о присоединении Тайваня насильственным методом. То есть вот решит Пекин, мы присоединяем Тайвань. Но для этого нужно отвлечь внимание Соединенных Штатов. Они начинают оказывать летальную помощь России, Соединенным Штатам деваться некуда. Они увеличивают военную помощь Украине, нарастает напряженность, все внимание Запада, и прежде всего американцев, отвлекается на театр боевых действий в Украине, а в это время не жертвуя никакими своими солдатами, просто поставляя оружие, которое есть в наличии у Пекина, в отличие от России, давая деньги. Китай таким образом сковывает Запад для того, чтобы решать свои вопросы в отношении Тайваня. Но это тоже чревато, как считают американские аналитики. Даже в этом случае Россия все равно проиграет эту войну. Ну, как я вам сказал уже только что, у Китая, то есть у Соединенных Штатов есть сильнейшие рычаги
при помощи которых они могут удавку экономическую навязывать на шею китайской экономики. Ну и еще на что обращают внимание американские аналитики. Они уверены, что Китай не может не учитывать, что до сих пор, с начала агрессии, российская военная кампания идет в Украине от провала к провалу. И на каждом шагу Украина превосходила ожидания. То есть, если Россия работала хуже, чем от нее ожидали, то Украина делала все гораздо лучше, чем от нее ожидали. Поэтому, если Китай пойдет на вот такую открытую летальную помощь, это, скорее всего, закончится для него то, что он вот сейчас уже приобрел. Приобрел он, как мы обсудили сейчас, и экономические бенефиты, а главное, он стал крупным и, как считают в Пекине, незаменимым игроком сейчас на международной арене. Страна, которая единственная поддерживает нормальное, как она говорит, отношение с двумя участниками конфликта. И только она может вести с ними разговор и быть арбитром в их споре. А вот пойдет на предоставление легальной помощи, Россия все равно проиграет, ну и Китай опозорен, и он оказывается в ряду изгоя. Потерпевший поражение России, Северная Корея, Иран, ну вот такая нехорошая компашка. И самое главное, вот то, что меня порадовало, господа, я сейчас поделюсь, буквально зачитаю эту мысль. Почему американские аналитики считают, что Россия обречена на провал в этой войне? Цитата. «Китайская помощь, имеется в виду летальная помощь, экономическая, не может исправить провалы российского военного руководства, низкий моральный дух российских войск и объединенное стратегическое мышление Кремля». Это поразительная цитата. То есть несколько буквально, одно предложение, какая емкая характеристика. Короче говоря, в Вашингтоне считают, да, наверное, не только в Вашингтоне, и в НАТО считают, что главная причина неизбежного поражения Кремля – это отсутствие должного интеллекта. Еще проще, дебилоиды сейчас руководят Россией. Именно они начали эту войну, эти дегенераты. Это плохо, это ужасно, это все привело к ужасным последствиям. Но именно этот дебилизм, в конце концов, и приведет. Он объясняет все. И, как рассчитывают в Вашингтоне, в Пекине это понимают и принимают это все во внимание. Ну и последнее, что нужно, как говорят аналитики, что нужно в этой ситуации Соединенным Штатам, вообще Западу? Единство, полное единство в подходе к Китаю. Соединенные Штаты вместе с союзниками в Европе должны четко сказать Китаю, что если вы начнете оказывать летальную помощь или вообще серьезную помощь России в ее агрессивной войне, то мы выступим в едином фронте. Почему надо вдвоем США с Европой? Потому что Соединенные Штаты, они как-то так уже сворачивают отношения с Китаем. А вот Европа, Китай еще очень надеется, потому что потеря Европы как рынка сбыта – это катастрофа. Это катастрофа для Китая. И только одно это соображение, если все остальное отмести, одно это соображение достаточно, чтобы держать Пекин в узде. То есть необходимо единство. Ну, пока на слава богу есть, господа, но, как неоднократно я высказывал свои опасения, это единство может рухнуть в результате следующих президентских выборов в США. Если к власти в результате них придет, ну, вы знаете кто, не к вечеру будет упомянуто это имя. Ну и мои выводы. Сейчас повторю, что я только что сказал, самое главное. Итак, самое страшное,
от чего опасались американцы, натовцы, в Украине, естественно, открытая летальная военная помощь Китая и массированная экономическая помощь Китая России маловероятна. Китай хочет затягивания войны, и этого нужно избегать. Во всяком случае, очень желательно решить этот вопрос до наступления президентских выборов в Соединенных Штатах. Необходимо полное единство Соединенных Штатов и Европы в этом вопросе. И дальше очень важный вывод американских экспертов. Китай должен понимать, что США имеют твердую решимость поддерживать военные усилия Украины в достаточной степени для победы, для достижения победы. И вот эта последняя фраза, последний вывод, она отражает последнее, наверное, вы слышали о той резолюции, как называют резолюция о победе Украины, которая была несколько дней назад внесена в Конгресс США представителями Хельсинского комитета Конгресса США. Там очень хорошие люди собираются. Вот на редкость замечательные сенаторы и конгрессмены, которые действительно разбираются в геостратегических вопросах. То есть это просто песня, это план того, как Украина должна победить в этой войне. Ну и, наконец, это обращение двух представителей Атлантического совета США, один из которых это Александр Вершбоум, бывший заместитель генсека НАТО, бывший замминистра обороны, бывший посол Соединенных Штатов в Москве. Это их призыв к политическим силам всего западного мира с призывом активизировать, то есть не просто активизировать, а мобилизовать все и немедленно силы и ресурсы для нанесения скорейшего поражения Мордору. Вот на этом, господа, позвольте закончить сегодняшнее видео. И, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разгромлен, и победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!